Всем привет, друзья! В этом видео буду монтировать металлочерепицу от компании Metal Profil. Также смонтирую планку примыкания к стене и установлю торцевые ветровые планки. Всем приятного просмотра, начинаем! На этом канале вы найдете более 150 серий о изготовлении небольшого дома с летней террасой. В прошлых сериях я изготовил каркас крыши и набил обрешетку. Теперь пришло время смонтировать металлочерепицу. Перед ее монтажом дополнительно закреплю компенсирующую рейку на первую доску обрешетки. Сделаю ее из фанеры 8 мм в два слоя. Если смонтировать металлочерепицу без этой рейки, то край металлочерепицы клюнет вниз. Это будет заметно и будет считаться неправильным монтажом, поэтому правильнее смонтировать эту рейку. Ее оптимальная высота составляет от 15 до 20 мм. У меня получилось 16 мм. Рейка на своем месте, осталось сделать защиту от птиц. Защиту делаю с помощью металлической перфорированной ленты высотой 5 см. Закрепляю ее с помощью оцинкованных шурупов с пресс-шайбой. Все готово к монтажу. Металлочерепицу я приобрел в компании Metal Profil. Выбрал классический профиль в цвете элегантно-зеленый. Данная металлочерепица у нас также на основной двускатной крыше. Решили не мудрить с цветом и сделать единый стиль всего дома. К тому же за прошедшие 3 года с момента монтажа кровли на доме нареканий в качестве материала у меня не возникло. Первый параметр, по которому я выбирал металлочерепицу, это толщина листа. От этого много зависит. Толщина 0,5 мм самая оптимальная. Металл этой толщины прекрасно держит форму и не столько призен к перемещениям во время подготовительных работ и в монтаже. Металл подходит для любого уклона кровли. Бывает так, что разные компании заявляют, что толщина 0,5 мм, а по факту оказывается толщина меньше. А это череда последствий. Поэтому я всегда склоняюсь к покупке у проверенных производителей, которые дорожат своим именем и не будут мухлевать на качестве. Такая компания Metal Profil. Второй параметр — это цинковый слой. На основной крыше у меня были царапины в некоторых местах. Смотрите, покрытия нет и ржавчины тоже нет. Значит, цинковый слой отлично работает. И третий параметр — это то самое покрытие. Мало кто задумывается, что покрытие — это не просто краска, это сложный многокомпонентный состав, который защищает и металл, и цинковый слой. Основная нагрузка по защите как раз ложится на полимерное покрытие. Кстати, именно на него дается гарантия. Она может быть от 10 до 50 лет в зависимости от состава. Я выбрал покрытие Puritan. На мой взгляд, оптимальное соотношение цена-качество. Менеджеры компании показывали разные виды покрытия на любой вкус, от недорогих до премиальных, разного дизайна. Заказывали металлочерепицу в офисе в Ростове-на-Дону. Проблем с поиском аналогичного цвета и покрытия не возникло. Посчитали нужное количество и оформили заказ. Несмотря на то, что Metal Profil бренд известный по всей России, я не заказывал издалека, а заказал тут у нас. Потому что один из крупных заводов по производству металлочерепицы, профлиста, сайдинга и остальных стальных материалов находится у нас в Аксае. Поэтому заказ сделали быстро и доставка вышла недорого до нашей стройки. Сервис на высоте, что сказать. Металлочерепицу нужно монтировать хотя бы вдвоем, тут без вариантов. Позвал жену на помощь и приступили к поднятию первого листа. Монтаж буду делать справа налево. Поднимаю первый лист на крышу и перемещаю его в сторону свеса. Стоп. Угу. Так. Равняю лист по торцу свеса. С фронтальной части контролирую одинаковый вылет листа с двух сторон. И здесь 5,5. В принципе, он... Теперь закручиваю 2 кровельных самореза под волну. Один вверху, другой внизу. Первый стартовый лист зафиксировали на 2 самореза. Поднимаем второй лист.
Задний ход давай. Все, ложи. Я наверх. Второй лист монтирую сверху первого. Если нужно, делаем его корректировку. Замок должен сойтись. О, замок вообще, да? Идеально. Сейчас наша задача закрепить замок между двумя листами. Закручивай саморезы в каждую волну в верхней части. Кровельные саморезы при монтаже металлочерепицы используют длиной 28 мм. Отлично, замок двух листов прокрутили. Идем поднимать третий лист. На данном этапе второй лист никак не закрепляю к обрешетке. Поднимаем третий лист и монтируем его аналогично второму. Прокручиваем замок между вторым и третьим листом. Все, у тебя кофта задралась сзади. На данный момент три листа держатся только на двух саморезах, которые мы закрутили на первом листе. Сейчас наша задача проверить, уходят ли листы относительно фронтальной лобовой доски. Мы выявили небольшую неровность, ее нужно исправить. Для этого просто откручиваем нижний саморез и делаем нужную корректировку. Если не будете контролировать этот момент, то в конце свеса у вас может получиться большая неровность, большая проблема. Особенно если у вас крыша длиннее 8 метров. О, видишь, он двигается, смотри. Видишь? Полностью три листа, они спокойно двигаются. И теперь я выставляю наши 5,5. Это я сильно сделал. Наши три листа отлично спозиционированы, теперь их можно капитально зафиксировать. Саморезы кручу под волну, через волну и в шахматном порядке. Три листа прокрутил, продолжаю монтаж следующих листов. С этого момента каждый следующий лист сразу фиксирую к обрешетке. Шесть листов смонтировал, осталось сделать подрезку для последнего. Подрезку делаю варварским способом с помощью болгарки, но на самых слабых оборотах. Если у вас большие объемы работ, лучше купить специальную насадку или специнструмент. Чуть позже, как смонтирую последний лист металлочерепицы, кромку реза запшикаю краской с баллона в цвет. По знакомой схеме монтирую последний лист. После монтажа обязательно щеткой сметаю всю металлическую пыль, которая осталась по наследству от болгарки. Если ее оставить, пыль начнет ржаветь уже этой ночью. Все листы смонтированы и надежно закреплены. В местах под свесами частично разбирал софиты, чтобы удобно закрутить саморезы. Чтобы не промахнуться в компенсирующую рейку, натянул шнурок. Так будет стопроцентное попадание. Ну надо же в саморез попасть.
Металлочерепица монтируется быстро. 7 листов мы смонтировали за 3 часа. Но это еще не все. Теперь нужно смонтировать планку примыкания к стене. Очень важный элемент на этой крыше. Монтировать буду самым надежным способом с помощью штрабы и специального кровельного герметика. Сначала сделаю линию по высоте планки. По этой линии сделаю штрабу с помощью болгарки с диском по керамике. Заглубление делаю сантиметра 2 плюс-минус. Всю пыль и штрабы удаляю с помощью воды под давлением. Штраба подготовлена, теперь мне нужно отогнуть кромку планки, делаю это аккуратно с помощью стамески и пассатиж. Перед монтажом самих планок закреплю мембрану на стене с помощью саморезов. Позже планка дополнительно прижмет мембрану. Все готово к монтажу планки. Заполняю штрабу герметиком ровно на одну планку, 2 метра. Снимаю часть пленки с выступа. Этот выступ зайдет в нашу штрабу. Равняем и монтируем планку на свое родное место. У нас тут резина. Планку сразу фиксирую к газобетонной стене с помощью кровельных саморезов длиной 6 см. Тут главное их не прокрутить. На стене закрепили, теперь закрепим планку к металлочерепице на 28 кровельные саморезы. Первую планку смонтировал, аналогично креплю следующий. Нахлёст делаю в 8-10 см. На сам нахлёст тоже наношу герметик. Все планки примыкания смонтировал, теперь дополнительно промажу всю верхнюю кромку герметиком. Как вы считаете, получился надежный монтаж данного узла примыкания? Мы почти на финише, осталось закрепить торцевые ветровые планки. В их монтаже трудного ничего нет, главное их ровно закрепить. И вот так выглядит результат нашей работы. Нижнюю подшивку крыши и водосточную систему буду монтировать следующей весной. В этом году все поставленные задачи по фасаду выполнил. Результатом я очень доволен. Спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть желание, поставьте лайк и оставьте комментарий, на который я обязательно отвечу. Желаю всем удачи, легкой стройки. Скоро увидимся в помещении. Всем пока!